Тысячи лет назад древние мудрецы Риши открыли истины, которые помогают нам, людям 21 века, понять самих себя и мир вокруг нас. Эти истины известны как 7 мощных афоризмов Риши. В прошлом видео мы разобрали 3 их великих афоризма, которые являются ключами к осознанию истинной природы человека. Но это была лишь часть пути. Сегодня мы поговорим о 4 других афоризмах, которые способны переписать сценарий вашей жизни и открыть дверь к внутренней свободе и осознанности. Они научат, как избавиться от страха и сомнений, видеть суть вещей и принимать решения без сожалений. А 7-й афоризм, пожалуй, способен удивить больше других. Если вы пропустили первый ролик, обязательно посмотрите, чтобы пройти весь путь к пониманию этих древних истин. А мы перейдем к 4-му афоризму. Истина всегда побеждает. В конечном счете, правда всегда торжествует, даже если путь к ней сложен. Все ложное временно, но правда всегда раскрывается. Истина не нуждается в доказательствах, она просто есть. Мы часто видим, как ложь может временно казаться успешной, но в долгосрочной перспективе истина неизбежно проявляется. Не бойся говорить правду, даже если это сложно. И помни, ложь может выиграть одну битву, но в итоге всегда побеждает истина. В истории мы видим примеры, когда империи рушились, если строились на лжи. Ложные идеологии, коррумпированные системы и обманы всегда разоблачаются. Не строй свою жизнь на иллюзиях. Будь честен с собой. Доверяй не тому, что популярно, а тому, что истинно. Представь, что ложь – это тень, а истина – это свет солнца. Тень может казаться реальной, но как только появляется свет, она исчезает. Так же и ложь. Она держится только там, где нет осознания правды. Этот афоризм говорит не только о глобальной истине, но и о личной правде. Человек страдает, когда живет не в соответствии со своими истинными ценностями. Найди свою личную правду, то, что действительно важно для тебя. Не бойся следовать своему пути, даже если он сложнее. Этот афоризм даже стал девизом Индии, что подчеркивает его важность. 5-й афоризм. Действуй, не привязываясь к плодам, означает, что нужно выполнять свои действия без привязанности к результату. Ты можешь контролировать только свои действия, но не можешь контролировать их результаты. Поэтому действуй, но не цепляйся за плоды своих поступков. Мы часто переживаем: а что, если у меня не получится? Этот афоризм говорит: просто делай, что должен, и не беспокойся о результате. Вместо того, чтобы зацикливаться на успехе, сосредоточься на процессе. Если ты честно делаешь свою работу, результат придет сам. Многие люди боятся начинать новое, потому что боятся проиграть. Но если ты не привязан к результату, ты не можешь проиграть. Начинай новое дело без страха провала. Просто ради самого действия. Если не получилось, это просто опыт, а не трагедия. Часто мы делаем что-то только ради денег, славы, одобрения. Но настоящее удовлетворение приходит, когда действие
само по себе приносит радость. Делай то, что любишь, а не только то, что выгодно. Не жди похвалы. Радость должна быть в самом процессе. Представь, что ты сажаешь дерево. Если ты каждый день выкапываешь его, чтобы посмотреть, растут ли корни, оно не вырастет. Но если ты просто заботишься о нем, оно вырастет само. Так же и в жизни. Сфокусируйся на действии, а не на результате. Шестой афоризм звучит так: освобождение себя и благо мира. Духовное развитие должно быть не только ради себя, но и ради блага всего мира. Настоящая духовность – это не эгоистичный путь спасения себя, а баланс между личным развитием и пользой для мира. Духовность – это не бегство от мира, а помощь ему. Некоторые думают, что духовный путь – это уход в медитацию, отказ от общества. Но этот афоризм говорит: развивай себя, но не забывай о мире вокруг. Развивай осознанность, но помогай людям, будь полезен обществу. Не нужно уходить в пещеру. Можно делать мир лучше здесь и сейчас. Настоящая гармония – это баланс между внутренним и внешним. Если человек думает только о своем освобождении, он становится эгоистичным. Если он думает только о мире, но не развивает себя, он теряет себя в суете. Истина в равновесии – расти сам и помогай другим. Найди баланс между саморазвитием и работой на благо общества. Развивай душу с помощью медитации, знаний, осознанности и используй это, чтобы делать добро. Любое дело можно делать как служение миру. Неважно, кем ты работаешь – врачом, программистом, учителем. Если ты делаешь это не только ради себя, но и ради блага других, ты уже следуешь этому афоризму. Каждый день спрашивай себя: как я могу быть полезен миру? Даже маленькое добро влияет на общую гармонию Вселенной. Представь дерево. Сначала оно растет само, пускает корни, тянется к солнцу. Это как духовное развитие человека. Сначала нужно укрепить себя. Но когда оно вырастает, оно дает плоды, тень, кислород, фрукты. Оно не держит их для себя, а отдает миру. Так же и человек. Сначала он развивает себя, но затем использует это, чтобы принести пользу другим. Если дерево не растет, оно не даст плодов. Если оно растет, но не делится, оно бесполезно. Но если оно и развивается, и дает плоды, оно выполняет свою истинную роль. Так и человек. Нужно и расти, и делиться своим светом с миром. Седьмой афоризм звучит так: каковы твои мысли, такова и твоя реальность. Наша реальность – это отражение наших мыслей и восприятия. Как ты думаешь, так ты и живешь. Твои мысли создают твою реальность. Человек, который думает: «мне всегда не везет», начинает замечать только неудачи. А тот, кто думает: «я открыт возможностям», видит больше шансов. Поэтому следи за своими мыслями. Что ты чаще всего говоришь себе? Заменяй негативные установки на позитивные. «Я могу», «я справлюсь», «мир открыт для меня». Когда человек постоянно боится чего-то, он неосознанно создает ситуацию, в которой страх становится реальностью. Но если ты сосредоточишься на хорошем, оно тоже начнет проявляться. Вместо «я не хочу болеть» думай: «я здоров и полон сил». Вместо «меня никто не любит» думай:
Я достоин любви и уважения. Если ты видишь вокруг хаос, агрессию, несправедливость, возможно, внутри тебя тоже много тревоги и страха. Но если ты спокоен и настроен на добро, ты начинаешь замечать больше хорошего в мире. Перед сном вспоминай хотя бы 3 хорошие вещи за день. Это настроит твое сознание на позитив. Практикуй благодарность. Это создает ощущение изобилия и счастья. Представь, что твои мысли – это очки, через которые ты смотришь на мир. Очки страха. Мир кажется опасным и жестоким. Очки благодарности. Мир кажется полным возможностей. Очки жертвы. Ты видишь только неудачи. Очки уверенности. Ты замечаешь шансы и действуешь. Если хочешь изменить свою реальность, поменяй очки. Тысячи лет назад мудрецы Риши создали эти афоризмы, и несмотря на прошедшие века, их мудрость остается актуальной. Афоризм «ты есть то» напоминает, что ты уже являешься частью бесконечного. «Я есть Брахман» утверждает, что ты уже совершенен. Все это есть Брахман, показывает, что весь мир – это единое сознание. Истина всегда побеждает, учит нас верить в силу правды. Действуй, не привязываясь к плодам, освобождает от страха перед неудачами. Освобождение себя и блага мира дает нам цель – расти и помогать другим. Каковы твои мысли, такова и твоя реальность. Напоминает, что мир вокруг – это отражение нашего ума. Эти древние истины не просто слова. Они способны изменить сознание и помочь взглянуть на жизнь иначе. Ведь настоящая мудрость не в том, чтобы просто знать, а в том, чтобы проживать эти знания. Начните по ним жить, шаг за шагом, все глубже их осознавая. Вы по-другому будете смотреть на все и очень быстро заметите, как ваша жизнь будет изменяться. Все будет у вас получаться намного проще. Многое, что казалось нереальным, будет превращаться в реальность. Удачи вам на этом пути!